Вы только посмотрите, какие аппетитные варенички у нас сегодня получились. И вот так вот. Ух, сразу все. Пошел тут аромат из детства. И сверху наши шкварочки. Просто песня. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня никакого новомодного рецепта. Рецепт, который проверяли еще наши бабушки. Именно так они готовили вареники. Для начала в миску просеиваю 400 граммов муки. Муку всегда просеиваем. Делаю углубление. Разбиваю одно яйцо. Немного соли. 1 столовая ложка растительного масла. Беру стакан воды 250 мл. Комнатная вода, друзья мои, никаких кипятков. И начинаем замешивать тесто. Я это делаю сначала с помощью вилки. И начинаю переходить на руки. Я уже вижу, что мне понадобится еще мука. Буду понемножечку подсыпать. Тесто должно получиться тугим и в то же время мягким, не забитым. Все, переходим на стол. Припыляю мукой и начинаю вымешивать тесто. Около 5 минут. По необходимости стол буду припылять мукой. Вот это вот зарядка. Через 5 минут, когда тесто липнет, но отлипает, все, муки достаточно. Накрываю полотенцем, минут на 30-40, пусть отдохнет. А мы займемся начинкой. Сковородку на огонь. Я сегодня, друзья, пойду по классике. Сделаю точь-в-точь, как делала моя бабулечка. Царство ей небесное. Берем сало. Красивое сало с прорезью. А слюня побежала. Ну, граммов 150. И нарезаю на вот такие вот кусочки. Какие же вареники с квашеной капустой да без шкварок, друзья мои. Это же классика. У меня здесь граммов, наверное, 150 будет. Или, Сережечка, побольше? Побольше, побольше. Ладно, все 250 граммов порежем. Выкладываю сало в сковородку. Пусть начинает топиться. А мы за это время нарежем 1 луковицу. Когда сало начало немножко подрумяниваться, сверху соль. Чуть-чуть присолим их. Так вкуснее. Когда шкварки стали такие, как мне подходят, я люблю такие вот, друзья мои, румяные, вынимаю их на тарелку, максимально оставляя масло. Вот это будут варенички сегодня. Благодарю тебя, солнышко. Пожалуйста, давно уже просил. Все. И сразу в эту же сковородку выкладываю лук. Если жира получилось слишком много, то лучше его убрать. У меня все отлично. Хорошую щепотку сахара. И обжариваю до мягкости. Ой, как вкусно пахнет. А я пока нашинкую капусту. Сначала свежую, чтобы было удобнее лепить вареники. Еще вот так вот измельчу. Как только лук стал прозрачным, добавляю свежую капусту. И обжариваю все вместе несколько минут, пока капуста не уменьшится в объеме. А мы займемся квашеной. У меня квашеная капуста на меде. Рецептом я делилась. Если пропустили, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Беру примерно такое же количество, как и свежей капусты. Промывать ее не буду, потому что она у меня просто идеальная. Я не могу удержаться. Хрустит, как снег на 20-градусном морозе. Очень вкусная. Ее я тоже измельчу. Ой, класс. Когда свежая капуста уже уменьшилась в объеме, даже начала поджариваться, друзья, это и придаст начинке очень вкусный вкус. Добавляю квашеную. И сейчас все заиграет по-новому. Перемешиваю и обжариваю все вместе около 10 минут. Время от времени буду перемешивать. У нас на кухне так вкусно пахнет. Это просто. Когда капуста стала румяная,
такого нежно-коричневого красивого цвета. Добавлю последнюю нотку, черный молотый перец. По вкусу, друзья мои. И все, и начинка готова. Сережка, мы же так капусточку съедим, такая вкусная. Нет, ты обещала вареники. Лепить будешь помогать? Конечно. Тогда будут вареники. Все, на балкон, пусть остывает. Все, друзья мои, осталось только налепить. Тесто отдохнуло. Ой, хорошее. Обминаю. Отрезаем кусочек. Раскатываю колбаску. Нарезаю. Каждый кусочек окунаю в муку. Скалке, друзья мои, лет 50-70 уже. Это еще моей бабушки. Так я ее люблю. Раскатываем. Можно, конечно же, большой круг сделать, стаканчиком выдавить. Тут по желанию, кому как больше нравится. Но я делаю всегда, как бабушка научила. И мама моя так делает. Начинаем лепить тесто. Начинка. Ой, твоя жена сегодня прям сделает миниатюрные вареники. С одной стороны. С другой стороны. Еще, друзья мои, хочу вот так. Чтобы были красивые. Вот такой красавчик у меня получился. Выкладываю на доску и продолжаю. Ложи камеру, присоединяйся. Меня, Сережа, в комментариях спрашивали: Аня, что такое по шурику? Друзья, по шурику, конечно же, это сленг. По-быстрому. Да, мы сегодня, друзья, молодцы. Мы еще и с картошкой налепили с этого теста. Посмотрите, сколько вареников получилось. Вода уже закипела. Солю. Тихо. Один небольшой лавровый лист сюда. Перемешиваю. Прямо так раскручиваю воду. Опа. И запускаю вареники. Первые у нас пошли с картошкой. Люблю вареники варить, чтобы они так были прям в свободном плавании. Аккуратненько. Все, пусть варятся. Когда вареники поднялись, даю прокипеть 4-5 минут. Беру холодную воду. Сверху поливаю, чтобы остановить процесс приготовления. И только сейчас вылавливаю варенички. И в маслице. Трусим, вертим, чтобы масло таяло и окунало каждый вареничек в себя. Аня, это мне напоминает вечера на хуторе Близнеканки из фильма. Да, Сережечка, только что тут вареники у нас сами в рот лезть тебе не будут. Все, красота. Вот, снова закипела вода. Раскручиваю. И запускаем с капустой. Видишь, уже начинают всплывать. Это хорошо. И эти уже готовы. Холодная вода. И достаем. Опа. И сюда. А сейчас, друзья, берем ароматное подсолнечное масло и поливаем наши вареники, пока они горячие. Раньше было проблематично купить сливочное масло. Рафинированных масел тоже не было. Поэтому наши бабушки смазывали обычным подсолнечным маслом. Горяченьким. И вот так вот. Ух, сразу все. Пошел тут аромат из детства. И сверху наши шкварочки. Просто песня. И вот так. Конечно же, друзья мои, можно поджарить лучок. Но кто со мной давно, те знают. Я не любительница лука. Готово. Вы только посмотрите, какая красота. Пробуем. С капустой. Я люблю со сметанкой.
Да что тут пробовать, друзья мои? Приятные воспоминания, вкусный рецепт. Во. Ну а с картошкой? Ой, Сереж, подожди. И с картошкой. Я уверена, с картошкой вкусно. Новый Сережкин рецепт. Вкусно и там, и там. Во. Ну а я всем пожелаю счастья, здоровья, мирного неба и благополучия, чтобы еда была вкусная и жена мудрая. Вкусно. Все, детка, будем кушать. Не дает мне есть вкуснятину.